Описание представленных МР-томограмм пациентки 1979 года рождения от 31.05.2019. Зона исследования. Головной мозг с контрастированием, МР-ангиография. Срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны, умеренно расширены. Третий и четвертый желудочки мозга не изменены. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла. Суперциллярная цистерна пролоббирует в полость турецкого седла. Расстояние до хиазма 8 мм. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен, высота гипофиза 3 мм. Хиазмальная область без особенностей. Мостомозжечковые углы свободны. Сильвиевые щели и конвексектальные борозды прослеживаются с обеих сторон, умеренно расширены. Преимущество субкортикально, пара- и суправентикулярно в белом веществе лобных и теменных долей выявляются многочисленные гиперинтенсивные на Т2 флэйр очаги размерами до 7 на 5 мм, без перифокального отека. В мозолистом теле также выявлены очаги в мозолистом теле. Справа единичный субкортикальный очаг до 20 на 8 мм, слева единичный очаг 11 на 12 мм. Форма многих очагов вытянутая, признаки формирования пальцев Доусона. Переваскулярное пространство верхового робина не расширены. Краниоспинальный переход без особенностей. Придаточные пазухи носа в зоне сканирования без особенностей. При МР-ангиографии артерий головного мозга, выполненной в режиме 3D TOF-VET, передние мозговые, средние мозговые, задние мозговые артерии, внутренние сонные артерии, позвоночные артерии справа и слева, симметричные по диаметру и интенсивности МР-сигнала. Основная артерия расположена срединно. Задние соединительные артерии визуализируются с обеих сторон. Аневризм, артериовенозных мальформаций, признаков окклюзии и патологической извитости сосудов головного мозга не выявлено. При выполнении венографии вены и синусы головного мозга без особенностей. Данных за наличие ОНМК и объемных образований головного мозга не получено. При введении контраста выявлены очаги, контраст не накапливают. Заключение. МР-картина более характерна для рассеянного склероза, пустого турецкого седла. Рекомендована консультация невролога. А комментарии к расшифровке МРТ головного мозга и МР-ангиографии. У вас выявлены множественные очаги головного мозга, судя по форме и расположению которых более вероятен диагноз рассеянного склероза. Нарушение координации также в пользу этого диагноза. Наиболее характерный признак рассеянного склероза – это накопление контраста очагами. У вас этого нет, что говорит об отсутствии обострения заболевания. Пустое турецкое седло – это признак повышенного внутричерепного давления, что проявляется головной болью, тяжестью в голове. Вам нужно обратиться к неврологу, по возможности специализированный центр по лечению рассеянного склероза.